Всем доброе утро, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Я гуляла по каналам, по YouTube каналам вязальщиц, и на одном из каналов турецких мастериц я увидела такой узор. Мне он очень понравился. И сегодня я хочу с вами поделиться, как он вяжется. Он очень простой. Раппорт этого узора 8 петель, 8 рядов. Вяжется он в шахматном порядке. Пол раппорта так, пол раппорта так. Ну, в общем, я вам покажу, вы поймете, что это такое. Очень простой узорчик. Я думаю, что он универсальный. Можно вязать что угодно. От пледа до кардигана, но между этим еще и шапки, и детские вещи, и отделки на свитерах. Одним словом, включаем фантазию и придумываем, что можно связать из этого узора. Я пока сама еще не придумала, но его уже опробовала и хочу поделиться с вами. Может, он вам тоже понравится. Посмотрите, как он вяжется. Я набрала 32 петли, из них центральные 24 у меня набраны для провязывания трех раппортов узора. Я провязала 4 ряда платочной вязкой, потом провязала 6 рядов лицевой гладью, то есть, вернее, не лицевой гладью, а центральные петли лицевой гладью. Отделку я провязывала платочной вязкой, чтобы выделить узор. То есть в лицевом ряду я провязала петли лицевыми, в изнаночном изнаночным. Начинаю провязывать узор. Вот у меня 2 петли. Я отсчитываю 1, 2, 3, 4 и между петлями вставляю. Вот они мои 2 петли и следующие 2 петли. И между петлями я вставляю спицу и вытягиваю длинную петлю. Я ее сразу разворачиваю, потому что когда я буду на изнаночном ряду ее провязывать, она должна быть у меня сверху этой петли и, естественно, не должна быть перекручена, чтобы узор смотрелся красиво. Провязываю 4 петли лицевыми. 1, 2, 3, 4. Теперь опять же отсюда же, откуда я уже вытаскивала петлю, вытаскиваю следующую петлю. Ее я разворачивать не буду, она у нас и так ляжет красиво. 1, 2, 2 петли пропускаю. 1, 2, 3, 4. Опускаюсь на 4 ряда ниже и между петлями опять вытягиваю петлю, разворачиваю ее, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Отсюда же вытягиваю петельку. Петли вытягиваем подлиннее, чтобы они не сильно подтягивали отверстие, чтобы не было там большой дырочки. 1, 2, 2 петли, 1, 2, 3, 4, и здесь же между петлями, вот они, 4 петли, и между петлями я вытягиваю длинную петлю. Разворачиваю ее. Я разворачиваю только эту петлю, которая у меня идет слева направо. 1, 2, 3, 4. Опять отсюда же я вытягиваю еще одну петлю. Так я буду провязывать до конца ряда. Вот как у меня получилось. Ну, еще раз. Вернее, еще несколько раз провяжу и покажу, как это все провязывается с изнаночной. Довязывать лицевой ряд. 2 петли пропускаю. 1, 2, 3, 4. И между петлями
вытягиваю длинную петлю. Повторяю эту петлю, которая у меня идет с наклоном слева направо, я разворачиваю. 4 лицевые. И опять отсюда же я вытягиваю петлю, которая идет у меня справа налево. Ее я разворачивать не буду. Она и так ложится красиво. Провязываю 4 петли, в том числе и кромочную, разворачиваю. И изнаночный ряд. Второй ряд раппорта. Кромочную снимаю, 3 лицевые. И тут у меня первая петля с наклоном вправо. То есть, что я делаю? Не надо ее надо изнаночно провязать. С лицевой стороны она у нас с наклоном влево, вправо, с изнанки она с наклоном вправо. Я провязываю ее изнаночной. 2 изнаночные. Вот та петля, которая у меня была с лицевой стороны с наклоном вправо, здесь она с наклоном влево, я ее провязываю тоже изнаночным, ну таким образом завожу спицу за петли, подхватываю петлю, первую петлю, ту, которая у меня вытянута, это длинная, вот я сначала в нее вхожу, потом в ту петлю, которая была провязана, и провязываю их изнаночную. И получается у меня с лицевой стороны эта петля сверху и здесь сверху. Если я ее провяжу таким образом, как провязывала первые 2 петли, то она спрячется за петельку. 2 петли вместе, обычной изнаночной, 2 изнаночные. Теперь завожу спицу сначала в петлю вытянутую, затем в петлю провязанную и провязываю изнаночной. 2 изнаночные вместе, 2 изнаночные, опять сначала спицу в петлю, которая была вытянута, потом в петлю, которая была провязана, и провязываю их вместе изнаночными. Эти 2 петли провязываю обычным образом, 2 изнаночные. И опять в петлю, в провязанную петлю. И довязываю до конца ряда. Не забываем, что те петли, которые идут с наклоном влево в изнаночной, вернее, да, влево в изнаночной, с изнаночной стороны, провязываются таким образом. Сначала в вытянутую петлю ввожу спицу, потом в провязанную и провязываю их вместе изнаночной. Провязала. Вот, смотрите, что получилось. Для этого я ее и разворачивала, что она ложится точно так же, как и эта петля. Иначе она была бы у меня немножко перекрещена. Вот, провязано. Теперь я провяжу 4 ряда лицевой гладью, то есть с лицевой стороны 24 петли я буду провязывать лицевыми, с изнаночной изнаночной. И таким образом провяжу 4 ряда. Провязала я 4 ряда. Теперь провязываю вторую часть раппорта. Кромочную снимаю, провязываю платочной вязкой. Теперь первые 2 петли я провязываю лицевыми. Затем здесь уже повторяются эти раппорты, уже не надо отсчитывать петли. Здесь уже видно, куда надо будет, откуда надо вытягивать петлю. 2 петли я провязала лицевыми. И теперь вот из этого места, где у меня провязана петля вытянутая, я вытягиваю длинную петлю.
разворачиваю ее. Ой, нет, это же петля у меня не разворачивается. Вытянула. Потом провязываю, вернее, вытягиваю петлю вот здесь между двумя петлями, вытягиваю вторую петлю. Эту я разворачиваю. То есть начинаю провязывать в шахматном порядке. 4 лицевые, 1 петля уже из вытянутого, вернее, вытягиваю петлю оттуда, откуда я уже вытянула 1 петлю. В следующую петлю тоже между двумя вытянутыми петлями вытягиваю. Эту я разворачиваю. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 1 петля вытянутая между петлями, 2 петля вытянутая, ее я разворачиваю, 4 лицевые. Повторяем, вытягиваю петлю, еще 1 петля. То есть между петлями, которые были в предыдущей половинке раппорта, я вытягиваю еще петли. Это вторая часть раппорта. 4 лицевые. Ну и продолжаю в том же духе. Вытягиваю петли. Главное петельки вытягивать подлиннее, чтобы они не сильно стягивали вязание. 4 лицевые. 2 петля оттуда же. И, естественно, вот здесь мне тоже надо вытянуть петельку, чтобы уже полностью закончить ряд. 2 лицевые. И, естественно, моя кромочка. Изнанку провязываем, как и предыдущие петли, предыдущей половинки. Провязываем петли таким образом, чтобы у нас получилась на лице с лицевой стороны красивая развернутая петля. То есть захожу с изнанки, вернее с обратной стороны, подхватываю сначала вытянутую петлю, потом провязанную и провязываю вместе. Петли, которые идут с наклоном вправо, провязываю обычно изнаночными вместе. 2 изнаночные, опять захожу в вытянутую петлю, потом провязанную, и так до конца ряда. Итак, раппорт завершен. Начинаем заново вязать раппорт так, как вязала я в начале. Естественно, отсчитывать нам ничего не надо. Сначала мы провяжем 4 ряда лицевыми петлями, вернее лицевой гладью 24 петли. Затем начнем провязывать точно так же, как провязала в начале, но уже провязывать я буду между этими петлями. Мне не надо будет отсчитывать ряды. И так постепенно свяжем какое-то полотно. Ну вот, я связала 2 раппорта в высоту, 3 в ширину, точно такой же образец, как и здесь, просто этот образец вязался из более тонкой нитки, этот потолще, и кажется, что он побольше. Очень простой, оригинальный, красивый узор. Я думаю, он пойдет и на кардиган, и на плед, и на детские вещи, на любое изделие,
какое вам понравится. С таким узором и можно связать. Есть такие узоры, которые чисто для шапки, чисто для кардигана, а этот универсальный узор. Ну, это мое мнение. Вы решите сами для себя. Ну что ж, всем спасибо. На этом буду заканчивать. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я вам буду отвечать. Берегите себя, своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.